Привет, друзья! Это канал Птичка ТВ. Вы знаете, что на этой неделе мы планировали записать интервью с орнитологом на тему правильного питания попугаев. Но, к сожалению, Наталья, орнитолог, попала в больницу, и поэтому запись этого интервью откладывается до того момента, как она выздоровеет. Наталья, мы с Бруни и со всеми подписчиками желаем вам выздороветь как можно скорее, и не просто потому, что мы хотим увидеть интервью, а потому что мы хотим, чтобы вы были здоровы. А именно это видео будет посвящено обзору новых игрушек Бруни. Здесь мы видим две фуражные игрушки и одна игрушка-погрызушка. К погрызушке мы еще вернемся, меня в ней кое-что не устраивает. Давайте поговорим сначала про вот эти вот фуражные игрушки. Идея фуражных игрушек очень простая. Попугаи в дикой природе 80% времени тратят на поиск еды. А в домашних условиях мы им все наложили в кормушку, они за 20 минут наедаются, при этом не прилагая никаких усилий, и потом начинают, например, больше орать или больше требовать внимания, просто потому что им становится скучно. А цель этих фуражных игрушек сделать так, чтобы попугаи расходовали умственную и физическую энергию на поиск еды, подобно тому, как это происходит в дикой природе. Вот эта игрушка попроще, она представляет из себя обрубок ствола березы вместе с корой. А здесь сделаны сквозные отверстия, и туда можно запрятать какую-нибудь еду поглубже, чтобы попугаю было трудно ее доставать. Например, можно какие-то фрукты или овощи. Ну и еще она мне нравится тем, что крепится на прочном металлическом основании и наличие коры. То есть попугай не только будет добывать еду, но и одновременно это будет игрушка-погрызушка. По-моему, за свои деньги, за 300 рублей или чуть меньше даже, довольно классная вещь. Вот эта игрушка уже поинтереснее. Да и стоит она существенно дороже, за нее пришлось выложить 2500 рублей. Хотя, как видите, это просто кусок пластика, но вот такие цены. Она сделана из толстого прозрачного пластика. Здесь внутри разные отсеки, отверстия. И вот такой рычажок, с помощью которого эти отверстия можно направлять в разные отсеки. Попугай должен догадаться, что еда, которая засыпана в эти отсеки, может быть добыта через вот эти отверстия. И также может догадаться, что можно крутить это колесо не только вот здесь, но еще и за этот рычажок. Чтобы засыпать корм, нужно выкрутить этот винт. И чтобы прикрепить к клетке, здесь она вот так вот раскручивается. И есть крепление для клетки, вот таким образом прикрепляется. Вот такие игрушки, друзья. Я раньше никогда не покупал фуражных игрушек Бруни. И после того, как я попользуюсь ими несколько дней, уже во второй части этого видео я расскажу вам и, возможно, даже покажу, как Бруни отнесся к им, действительно ли ему интересно. А теперь давайте вернемся к игрушке-погрызушке. Итак, что меня устраивает в этой игрушке, что не устраивает? Устраивает то, что она сделана из цельного дерева. Также здесь есть кусочки с корой или просто куски коры березы. Это отлично. Но я бы хотел заменить вот эти вот веревки на металлические основания от старых игрушек. И дело не в том, что именно вот эти веревки вредные. Нет, это джут, натуральное волокно, в принципе, но не вредное. Я знаю, что попугай может взять, например, когда эта игрушка будет висеть, и вот эту часть веревки перегрызть, все упадет вниз, ее нужно как-то будет связывать, восстанавливать, это неудобно. А если заменить это на металлическое основание, то эта игрушка прослужит дольше, и попугаю будет гораздо интереснее. Вот так мы проапгрейдили погрызушку, друзья. У меня нет сомнений, что она понравится Бруни. Мне гораздо интереснее, как он будет реагировать вот на эти штуки. Действительно ли он поймет, что здесь в этих разных отсеках можно найти корм и что можно крутить это колесико. Действительно ли ему будет интересно доставать фрукты или овощи вот из этой штуки. Как я и обещал, во второй части видео я расскажу и покажу Брунин опыт использования этих игрушек.
Итак, друзья, прошло 5 дней. Про погрызушку мы с вами говорить не будем. Она и в Африке погрызушка. Бруня просто ее грызет, и все отлично. Поговорим про фуражные игрушки, в первую очередь вот про эту. На самом деле Бруня довольно быстро с ней справляется, как бы плотно и как бы много овощей я не запихал туда, но максимум час, и Бруня все оттуда достает, потому что вот эти вот отверстия, они достаточно большие, позволяют ей довольно глубоко залезть своим клювом. Но при этом Бруне очень интересно, ей нравится, и час спокойного времени, занятого попугаем, это очень хорошо. Теперь давайте поговорим вот про это устройство. Значит, примерно полчаса у Бруни ушло на то, чтобы понять, что здесь есть отверстия, и через них можно доставать корм. Эти отверстия не такие большие, как на той игрушке, и поэтому Бруни достать этот корм гораздо сложнее. Когда корм в каком-то делении заканчивается, Бруня понимает то, что этот барабанчик крутится, и что она делает? Она просто начинает его вращать, и вот где остановится, оттуда и начинает брать корм, если в этом отделении он есть. Если нету, она начинает вращать опять. И на самом деле она огромное количество времени тратит на эту игрушку. Теперь 30% корма я насыпаю в кормушку, а все остальное засыпаю сюда. И теперь Бруня тратит время на еду не 20-15 минут, а может потратить час или полтора. И при этом я вижу, что ей очень интересно. То есть, по сути, теперь это вторая кормушка Бруни. Кстати, могу сказать, что она достаточно прочная. Иногда в некоторых клетках тоже сделаны кормушки из пластика. Этот пластик еще более прочный и массивный. Здесь нет ни намека на то, чтобы Бруня перекусила ее. И знаете, у нее даже нет интереса его перекусывать, потому что она видит то, что внутри находится корм, и она уже знает то, что здесь есть отверстие, и она сосредоточена на том, чтобы найти это отверстие и достать корм. Это для нее гораздо интереснее, чем как-то грызть саму эту игрушку. Поэтому в целом опыт использования этих игрушек Бруней позитивный. Я раньше не покупал фуражных игрушек, как я уже говорил, и увидел то, что это действительно занимает внимание птицы, занимает ее время, ей интересно. И в целом, если вы хотите, чтобы ваша птица поменьше орала и побольше чем-то занималась, какие-то вот такие штуки можно пробовать, в целом я готов их порекомендовать. Если это видео оказалось для вас интересным, то подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Видео на нашем канале выходит один раз в неделю по воскресеньям, и также если у вас есть опыт, неважно какой, позитивный или негативный, использования вашим попугаем фуражных игрушек, напишите об этом в комментариях. Всем пока!